Привет, мои дорогие друзья! С начала 2019 года, и вот уже 5-й год, миллионы телезрителей по всему миру следят за развитием событий по сценарию в турецком сериале «Основание Осман». Кто-то действительно интересуется историей османов, кому-то нравятся потрясающие турецкие актеры и актрисы. Ну и да, они просто красавчики, вы правы. Иных же привлекает интересный сценарий, пусть и написанный на современный лад с сильным отличием от действительности. Но всех этих людей объединяет одно чувство, которое присуще здоровой половине человечества. Знаете, о чем я говорю? Нет? Ну, конечно. Речь о любопытстве и жажде знать правду. Все мы хотим, может, за небольшим исключением, знать, какие исторические события стоят за этими людьми. Осман, Бала, Савджи, Архан, Малхун и другие. Реальны ли эти исторические персонажи? И если да, то какова была их судьба на самом деле в истории? Ну что ж, друзья мои, кое-какие сведения мне удалось раздобыть у турецких историков. Я собирала эти данные по крупицам, так как, сами понимаете, о том времени информации почти нет. Кстати, любители сериала «Великолепный век», возможно, вас удивит, но большинство турецких историков черпают информацию о становлении османского государства, а именно о временах Османа Гази, из научных сочинений известных нам людей Рустема Паши и Лютфи Паши. Особенно последний. Когда его сослали в Диметаку после избиения Шах-Султан, он написал много различных исторических работ о временах Османа. Интересно, где он черпал вдохновение? Да ладно вдохновение. Где он брал информацию? Фантастика, друзья мои. Ну ладно, тогда давайте не буду вас томить. Начну рассказывать о персонажах, но вначале прошу вас подписаться, поставить лайк этому ролику. Уж больно Ютубу нравятся ваши лайки. Он считает видео информативным и показывает его большему количеству людей. Дорогие мои, чуть позднее будет важная информация. Смотрите внимательно, чтобы ничего не пропустить. Ребятки, оставляйте комментарий. Плиз, хотя бы малюсенькое сердечко. Спасибо. Вряд ли кто из телезрителей, посмотрев 46-ю серию «Воскресший Эртугрул» во 2-м сезоне, увидел в этом мальчишке будущего первого кадия османского государства, тестя первого султана Османа Гази, да и вообще самого влиятельного в свои времена турецкого суфийского шейха, человека уважаемого со всех сторон. А это был он, будущий шейх Эдебали, который, как вы правильно понимаете, является реальным историческим персонажем. А что знаем про этого человека мы? В разных источниках упоминается, что прожил Эдебали 100 или 120 лет. В любом случае, цифра, на мой взгляд, внушительная. В те времена просто что-то невероятное происходило со сроком дожития. Долгожители у них там были на каждом шагу. Достаточно сказать, что по разным оценкам Алп Эртугрула Тургут прожил до 126 лет и умер на минуточку. Не на смертном одре, будучи дряхлым стариком, а с топором в руках на поле битвы. Происхождение шейха является пока неразгаданной тайной, однако известно, что он был ученым, богатым и образованным человеком. В самом начале своей карьеры проживал в мусульманской деревне, где построил школу и работал там же учителем, обучая разным наукам не только детей, но и взрослых. Шейх был женат, имел 3 детей, 2 сына и дочку, которую, как все мы знаем, впоследствии выдал замуж за Османа Гази. Как я уже сказала, в государстве османов Эдебали стал первым кадием в истории. Шейх и Осман были довольно близки. Осман испытывал к нему сильное доверие, а тот платил ему в ответ своей влиятельной поддержкой. Есть, конечно, и другая сторона медали, с позволения сказать, этой дружбы. Но это уже другая история, и если вам будет интересно, пишите, я расскажу. Дурсун Факих. Дурсун Бей, он же Дурсун Факих, появляется в 5-м сезоне сериала «Основание Осман». В первых эпизодах сериала он представал перед нами в роли православного священника и был верным помощником для Балы Хатун. В истории этот персонаж действительно был. Он являлся одним из лучших учеников шейха Эдебали и его последователем.
Факих владел глубокими познаниями в тафсире, толковании Корана и Сунны, дисциплины исламского богословия. Передавал людям свои знания в хадисе и фикхе. Дурсун Факих был преданным человеком Османа Гази, за что получил почетную должность имама в одной из центральных деревень современного города Эскишехира. Кстати, это именно он прочитал проповедь в честь первого дня независимости нового государства, основателем которого стал Осман Гази. Бала Хатун. Ну и, конечно, главной загадкой для фанатов сериала «Основание Осман» являются его личные отношения с женщинами. На ком был женат Осман, сколько у него было детей и от какой жены, как сложилась судьба самих жен и их детей. В общем, все по полной программе. Друзья мои, в рамках проекта «Империя», преданным зрителям, которого вы являетесь, за что мы вам сердечно благодарны, стартует новый проект «Империя Осман». Это телеграм-канал, и в нем будут отображаться самые любопытные факты как из жизни османского государства, сериалов, так и все новости про актеров. Переходите по ссылке в описании, становитесь полноценным участником группы «Империя Осман» и будьте всегда в курсе новостей в мире истории, кино и актеров. Продолжим. Так вот, о женах. На нашем канале уже есть полноценное видео о женах и реальной биографии Османа Гази. Ссылку на это видео вы увидите в описании и первом комментарии. Здесь же вкратце напомню об Али и еще дам новую информацию, которой у меня раньше не было. Вообще, те, кто давно смотрит наш канал, уже знают, что ни одно видео с информацией не является окончательными фактами. Архивы Османской империи велики, не изучены еще даже и 50%, потому информация постоянно обновляется. Так что не судите строго турецких историков. Работают как могут, друзья мои. Ваша задача – стать подписчиком канала «Империя», где всегда публикуются все новости. Не пропускайте ничего. Итак, в очередной раз утверждается, что Бала – это не полное имя девушки. Считается, что на самом деле ее звали, как мы бы сейчас сказали по паспорту, Рабия Бала Хатун. Но появилась информация, что не Рабия, а Малхун. То есть, друзья мои, Малхун Бала Хатун. И якобы отсюда много путаницы между женами Османа. Утверждается, теперь уже, что Бала была не первой, а второй женой Османа. Но что еще интересней, пишут, что Бала была старше основателя османского государства. Правда, насколько, не уточняется. Но как бы там ни было, первое имя, она все-таки была Бала. Читайте об этом подробнее у таких историков, как Ашик Паша Заде Дервиш Ахмед Ашикы, османский историк 15 века, и Кемаль Паша Заде Ахмед Шамсетин Эфенди, настоящее имя Ахмед Шамсетин, бывший военный, а затем ученый времен Осман. Савджи Бей. Савджи был сыном Эртугрула Гази, и такой человек жил в истории. Часто историки расходятся во мнении наличия именно такого человека, так как предполагается, что Савджи – это прозвище другого сына Эртугрула по имени Сару Батун. Савджи, продолжим использовать это имя, так как оно нам ближе, был преданным союзником Осману, храбрый воин, который погиб на первой, как считается, войне османов при Доманиче, которая произошла в 1287 году. На тот момент Осман еще не провозгласил новое государство, но именно эта битва стала поворотным моментом в судьбе будущей империи. Савджи был женат на Ане Султан. Из-за такой приставки к ее имени предполагается, что девушка была королевских кровей, однако тому нет никаких исторических подтверждений на сей момент. В браке у них родились двое сыновей. Пара Савджи Анна стали мучениками. Сын Сарухан также погиб на поле битвы, будучи еще совсем молодым. Сын же Сулейман погиб многим позже. Именно по его линии у Савджи появилась внучка по имени Хатидже. Место захоронения Савджи – деревня в регионе Доманич, рядом с захоронением Хайме Анны, бабушки Савджи. В Турции ежегодно проводится праздник в августе в честь Савджи Бея. Гюндуз Бей. Гюндуз тоже сын Эртугрула и брат Османа. На момент рождения Османа ему было уже 26 лет. Здесь также есть расхождения и исторические споры. Некоторые источники утверждают, что имя Гюндуз носил отец Эртугрула, а сына он назвал в честь дедушки. С сыновьями Эртугрула, да и с его происхождением, очень много исторической путаницы, друзья мои.
Но что поделаешь, не писал тогда никто никакой официальной истории. Гюндуз был верным союзником Османа и, как утверждается, никогда не было никаких конфликтов между братьями. Гюндуз был участником всех войн против Византии, и когда Осман провозгласил новое государство, то передал брату большие полномочия, передав в управление довольно большой регион со штаб-квартирой в Эскишехире. Гюндуз принял мученическую смерть в 1303 году. Он был женат, и у него был сын Айдагдубей, принявший мученическую смерть в возрасте 18 лет. Согласно разным источникам, могила не найдена, однако есть захоронение на кладбище у входа в село Койон-Хисар, Эншехир-Бурса. Место захоронения самого Гюндузбея – деревня Тургут-Алп-Генчи, Инегёль, Турция. Ну что, друзья мои, уверена, вам было интересно. Это наша первая часть выпуска. Жмите колокольчик, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Наберем 100 тысяч просмотров, выйдет вторая часть. Иначе, как я пойму, что вам эта тема нравится? До новых встреч, друзья! Всех обняла, Оливия!